На длинных выходных мы съездили в Гарц. Это горы в северной части Германии. Дорога лежала через город Кассель, в котором мы сделали остановку, чтобы посмотреть на горный парк Вильгельмсхёе. Тут местные маркграфы более 300 лет назад разбили огромный сад на склоне холма. Водные каскады и фонтаны, как и при маркграфах, работают без насосов, только за счет разности высот. Парк богато украшен архитектурными сооружениями, чертовым мостом, замком, акведуком. Приятной особенностью парка является то, что к верхней его точке, статуя Геркулеса, от парковки можно приехать на автобусе и затем спокойно спуститься по парку, а не лезть 300 метров то вверх, то вниз. Итак, Гарц — это средние горы на севере Германии, а также национальный парк в этих горах. Горы густо покрыты лесом. Правда, пару лет назад хвойные леса здесь сильно пострадали. Жаркое сухое лето не дало елкам накопить смолу, которой они защищаются от жуков-короедов. Жуки расплодились в больших количествах и выполнили 5-летний план погрыза коры за 2 года. Теперь на многих вершинах Гарца стоит зловещий мертвый лес. Я должен сказать, что мертвые деревья придают пешим походам в этой местности неповторимый колорит. Сейчас гибель деревьев принято валить на изменение климата, но есть мнение, что ель в этих краях дерево не родное, а поэтому весьма уязвимое. Из эндемичных же видов живности удалось увидеть среднеевропейского лесного кота. В Бад-Харцбурге их содержат в отличном вольере под открытым небом. И ползали по норам ночные крысы твоих невзгод. Если в лунный луч выходил корабельный кот. Большую часть времени коты прячутся, но на кормежку выходят исправно. При нас котана кормили битыми цыплятами. Кот шикарен, вид у него одновременно и милый, и зверский. Дикий кот передавал привет братве, а рядом для сравнения живет менее дикий кот Хугу. В горах находятся истоки нескольких рек, в том числе Одера. Естественных озер здесь нет, но есть 1,5 десятка водохранилищ, там, где реки перегорожены плотинами. Самое здоровенное — водохранилище Раббоде с плотиной 100-метровой высоты. Как утверждает памятная табличка, великое достижение социализма. Рядом с водохранилищем находится гидроаккумулирующая электростанция. Когда энергии в сети избыток, например, ночью, 2 насоса по трубам конского диаметра закачивают воду в бассейн на горе, а потом воду можно спускать обратно через турбины и компенсировать пиковые нагрузки в энергосистеме. Еще рядом с плотиной Раббоде натянут висячий мост, один из самых длинных висячих пешеходных мостов в мире. В отличие от аналогичного моста такой же длины в Швейцарии, практическая его ценность сомнительна, потому что ущелье можно спокойно пересечь и по плотине. Так что мост служит аттракционом для туристов, но недостатков в них нет. Наиболее отчаянные могут перелететь ущелье на зиплайне. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. В Гарце есть несколько известных карстовых пещер, например, пещера Баумана. Снимать видео под землей не разрешают, чтобы нельзя было пройти пещеру на ютубе, но у меня есть кадры и из похожей пещеры в Швабском Альбе. Пещера отличная, сталактиты висят, сталагмиты торчат, еще музыкально-световое шоу забабахали. Помимо природных пещер, в горы Гарца основательно вгрызался и человек. Здесь добывали руду — железную, серебряную, свинцовую, цинковую, медную. Один из горнодобывающих комплексов, Раммельсберг, даже включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Металлы в этих рудниках добывали более 1000 лет. В 80-х годах 20 века рудник был истощен и закрыт, а точнее его превратили в музей. Мы там побывали с экскурсией, заехали в штольню на специальном поезде. Экскурсовод рассказал о работе в забое, показал разные механизмы и грохот пневматических инструментов. Даже подрывные заряды имитировали лампочками и звуком. До электрических взрывателей использовался Бигфордов шнур. Поджигая его, подрывник подавал команду «Es brennt!». Это та самая команда «Fire in the hole!», с которой в 90-е годы намучились доморощенные переводчики фильмов. Огонь в дырке! Твою мать! Стреляйте в отверстие! Еще один музей, который мы посетили, был авиационный. Меня туда заманили возможностью полетать на тренажере Ме-109 или вертолетах Huey.
Но когда мы туда пришли, выяснилось, что оба тренажера неисправны. Пришлось довольствоваться Кинектом в зале для самых маленьких. И хотя авиапарк-музей меньше, чем в Зинсхайме или Шпайере, здесь собрана неплохая коллекция авиационных шлемов и кресел-катапульт. Еще довольно интересная экспозиция с развитием кабины пилота и приборной панели с 1915 года до наших дней. Но все же жаль, что не получилось с тренажерами. Помимо любителей природы и зимних видов спорта, Гартс может заинтересовать мотоциклистов и любителей горного велосипедизма. Здесь интересный рельеф и хорошие дороги. А для многих жителей среднеевропейской равнины, например, для датчан, это ближайшие горы, пусть и средней высоты. Поэтому в походах мы видели немало людей на байках и горных велосипедах. Выходные подошли к концу, и по отличным гардским дорогам мы помчались домой.